Всем огромный привет! Меня зовут Аля Фрэнсис and welcome на мой любимый YouTube канал. Представляю вашему вниманию мастер-класс по созданию сумки гофре размером 27 на 25 см в невстянутом виде из моей коллекции «Лето в стиле Али Фрэнсис». И если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь и включите колокольчик для уведомления, чтобы быть первым, кто посмотрит мои новые видео. Для создания нам потребуется крючок номер 6, трикотажная пряжа бисквит в цвете пломбир, лимон и горчица, а также потребуются разъемные кольца-карабины, ручка металлическая длиной 115 см и шнур для утяжки. Для заказа пряжи и фурнитуры с дополнительной скидкой переходим по ссылке в описании под этим видео. Набираем цепочку из 44 воздушных петель. Раз, два, три, набрали 44 воздушные петли, пропускаем 2 петли, вводим крючок в третью петлю и провязываем столбик без накида. Вяжем еще 19 столбиков без накида. 2, 3, 4, провязали 20 столбиков без накида, делаем прибавку из 3 столбиков без накида, то есть в одну петлю вяжем 3 столбика без накида. Раз, два, три. Завершаем первый ряд 21 столбиком без накида. Теперь одна петля подъема. Поворачиваем вязание. Второй ряд. Пропускаем 2 петли. Под третью петлю столбик без накида. Вяжем еще 20 столбиков без накида. 2, 3, 4. Провязали 21 столбик без накида. Под следующую петлю вяжем прибавку из 3 столбиков без накида. Раз, два, три. Завершаем ряд 22 столбиками без накида. Двадцать второй столбик без накида вяжем поддушку. Одна петля подъема. Поворачиваем вязание. Третий ряд. Пропускаем 2 петли. Третий ряд вяжем за заднюю стенку петли столбиками без накида. За заднюю стенку столбик без накида. За заднюю стенку столбик без накида. Продолжаем до конца ряда столбиками без накида за заднюю стенку. Последний столбик без накида третьего ряда вяжем поддушку. Одна петля подъема. Поворачиваем вязание.
4 ряд. Пропускаем 2 петли. Вяжем столбиками без накида под петли. В 46 столбик без накида вяжем поддушку. Одна петля подъема. Поворачиваем вязание. 5 ряд. Пропускаем 2 петли. Вяжем столбиками без накида под петли. В 46 столбик без накида вяжем поддушку. Обрезаем нить. Снимаем петлю с крючка. Берем нить в цвете лимон. Оставляем начало нити. Захватываем нить. И завершаем столбик без накида. Одна петля подъема. С 6 по 11 ряд вяжем нитью в цвете лимон. Поворачиваем вязание. 6 ряд. Пропускаем 2 петли. 6 ряд вяжем столбиками без накида за заднюю стенку петли. Одна петля подъема. Поворачиваем вязание. С 7 по 8 ряд вяжем столбиками без накида под петли. Самостоятельно вяжем 7 и 8 ряд. Девятый ряд. Вяжем столбиками без накида за заднюю стенку петли. Пропускаем 2 петли и за заднюю стенку столбик без накида. С 10 по 11 ряд вяжем столбиками без накида под петли. Пропускаем 2 петли. Вяжем столбик без накида. Продолжаем самостоятельно. Завершаем 11 ряд непровязанным столбиком без накида. Обрезаем нить. С 12 по 17 ряд вяжем нитью в цвете пломбир. Завершаем столбиком без накида. Одна петля подъема. Поворачиваем вязание. С 12 по 17 ряд вяжем так же, как мы вязали с 6 по 11 ряд. То есть 12 ряд столбиками без накида за заднюю стенку. Пропускаем 2 петли. За заднюю стенку петли, столбик без накида. Продолжаем до конца ряда. Тринадцатый и 14 ряд вяжем столбиками без накида под петли. 15 ряд за заднюю стенку петли. 16 и 17 ряд под петли. С 18 по 23 ряд нитью в цвете лимон. С 24 ряда нитью в цвете горчица. 24 ряд за заднюю стенку петли. 25 ряд под петли. 26 ряд вяжем столбиками без накида за заднюю стенку петли. Провязываем 21 столбик без накида.
Провязали 21 столбик без накида за заднюю стенку петли. Теперь делаем убавку, состоящую из 3 столбиков без накида. За заднюю стенку, за заднюю стенку, за заднюю стенку. Провязываем 4 петли на крючке. Завершаем ряд 22 столбиками без накида. В 27 ряд вяжем столбиками без накида под петли. Пропускаем 2 петли и провязываем 19 столбиков без накида. Вновь убавка из 3 столбиков без накида. Завершаем ряд столбиком без накида. Завершаем 27 ряд. Обрезаем нить, вытягиваем петлю, вводим крючок под дужку, захватываем нить и вытягиваем ее на изнаночную сторону. С изнаночной стороны прячем все хвостики нитей. Затем с помощью пластиковой иглы соединяем боковинки сумки удобным для вас способом. Вот что получилось в итоге у меня. После вставляем утяжку из шнура. С одной стороны, затем с другой стороны. Осталось только установить кольца карабины и присоединить к ним ручку. Моя сумка Гофре готова. Если мой видеоурок понравился вам и был для вас интересным, то поддержите меня пальчиками вверх и комментариями. И обязательно отмечайте меня на своих фотографиях и в описании, даже если вы используете мои мастер-классы только как основу. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео!